Здравствуйте, Елена. Я хотел бы представить нашу сегодняшнюю гостью. Она участница нашего проекта Oral History, устные истории. Это госпожа Елена Пешкова. Я правильно произношу, да, вашу фамилию? Она президент фонда Коровина. И я хотел бы немножко вас ввести в курс дела. Наша сегодняшняя беседа, не интервью, а именно беседа, призвана получить от вас рассказ о вашей жизни. Потому что проект называется «Устная история», и нас интересуют человеческие судьбы на фоне вот каких-то больших исторических событий. И ваш сегодняшний рассказ станет замечательным историческим источником для будущих поколений, для того, чтобы они могли составить себе впечатление о наших с вами современниках, о том, как они воспринимали свою жизнь на фоне вот этих событий. Я немножко посмотрел вашу биографию, она меня очень впечатлила, я могу сразу вам сказать. И я обратил внимание, что у вас образование связано вот с творческими, хотя у вас там управленческая специальность, но все связано с искусством, у вас там в ГИК, да, по-моему, даже вы там обучались. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас появился интерес? Это с детства вот к этим вещам? Немножко о вашей семье, если вам интересно рассказать. Азиз, здравствуйте, благодарю. Спасибо вообще за приглашение, за участие в этом проекте. Это на самом деле большая для меня честь оказаться в истории, да, оказаться в том, что творится и будет, да, для будущих поколений, проанализировано. И если мое выступление, моя речь как-то поможет сформировать представление об этом времени, я буду очень счастлива. Насчет меня, изначально у меня, конечно, образование, это управление проектами изначально. Я очень хороший организатор, считаю, да, организатор выставок, организатор мероприятий. У меня была студия живописи в Москве. Просто потом это все было связано очень сильно с творчеством. Я действительно с детства любила там рисовать, любила сочинять какие-то там стихи. Ну, это как все, мне кажется, дети. Просто в какой-то момент общество отрезает нам крылья, да, и когда появляется такая возможность, когда ты уже становишься личностью, уже понимаешь, и, как говорится, имеешь какую-то профессию, какой-то опыт за плечами, ты можешь вернуться к своим крыльям и начинать их возвращать себе. Вот, и таким образом вот, получилось, что у меня такой творческий момент, очень захотелось писать, захотелось рефлексировать. Я занималась музыкой, потом это, да, закончила класс фортепиано. Вот, тоже, вот как, ну, в советское время, да, всем нам там типа надо закончить, там получить, да, эти школы были, там учителя, которые говорили, у тебя нету слуха, на хоре открывай рот, да. Очень много зависит от учителя, да, и не всегда попадались нужные люди, да, на нужном пути. И жизнь меня так подвела к тому, что я вернулась. Вот, вы понимаете, когда ты просыпаешься утром, и ты видишь свои глаза, ты видишь, закрываешь глаза, и закрытыми глазами ты видишь, как руки играют на инструменте. Я там продала пианино, когда продавали квартиру, там, ну, как бы получила этот диплом, ладно, выучилась, вот, и все равно, вот, там, лет через 10, наверное, 15 я вернулась к этому инструменту, я нашла примерно такой же пианино, купила даже, вот, у меня был электронный инструмент, но так случилось, что вот случайно просто попалась, вот именно точно, как у меня было в детстве, я нашла, ну, такое же, поставила, и это такой кайф, вот это возвращение в детство, потому что в каждом из нас живет этот ребенок, да, внутренний наш, которого нужно любить, уважать и возвращать, несмотря на тот багаж пути, который мы проходим, да, иначе будет довольно тяжело, да. Скажите, а ваши родители как-то были связаны с творчеством, с искусством? Нет, мои родители из строительной отрасли, да, они сыграли, конечно, огромную роль в моем жизненном пути, потому что они дали мне хорошее образование, они помогали мне вот именно с точки зрения фундаментального, да, образования, потому что я считаю сейчас вот то, что у меня есть навык управленческий, да, это очень мне помогает общаться с творческими людьми, их организовывать. Это тоже мне не всегда получается, потому что когда ты уходишь в творчество, тебя несет, особенно когда ты в потоке, да, ты
сегодня подумал, что тебе нужно, проснулся, тебе нужно вот такую тряпочку вот на этот проект, иначе он не сложится и не закроется, да, и ты идешь это делаешь, да, а вот, например, мои коллеги, да, вот из моего арт-бюро вообще не, ну, очень на меня ругались в этом процессе, как у тебя еще вчера там не было никакой тряпочки, почему ты сегодня ее придумала, это дополнительные деньги, это дополнительное время, которое ты поедешь на Тюрсу, ее купишь, да, вот, а я понимаю, что без этого не сложится проект, и поэтому очень важно, когда организатор, продюсер, вообще человек, который работает, да, собирает эту работу, он еще сам в творчестве и понимает это течение, понимает художника, он с ним на одной волне, вот, и таким образом, мне кажется, усиливается эффект и симбиоз всего действа. Вы закончили школу и общеобразовательную музыкальную, да, я так понял? Да. И куда поступили? Университет управления, да, Государственный университет управления в Москве, хороший вуз, это было интересно, потому что в то время только начинался вот это project management, да, как направление, кто этим занимался, это сейчас там каждый второй project manager, да, тогда это было прям на волне. Вот, и мне было это очень интересно, и после этого, как ни странно, я отработала в крупной ну, после окончания, на 5-м курсе поступила в американскую компанию Hewlett-Packard, вот, это HP, да, это крупная компания, и это тоже мне очень дало большой скачок в моем жизненном росте, потому что это структура, это бесконечные бизнес-процессы, это организация, да, это администрирование, и я там помогала проект-менеджерам, это работа в крупной корпорации, это, конечно, вот такой базис, да, и ориентир, потому что, ну, все равно ты... Чтобы развиться, нужно строить бизнес-процессы. Ты не можешь просто так пойти там, ну, на рынке торговать, да, и у тебя не будет магазинов, да, тогда. Вот. И вот этот базис мне дает понимание какой-то масштабности бизнеса и как нужно не просто точно, да, что-то делать, а выстраивать систему и один винтик за другой, да, и в итоге складывается картинка. И сколько вы проработали в этой компании? 2, наверное, с половиной года. Вот с 2004 по 2006 год это был большой действительно опыт, особенно там для начинающего специалиста, это, конечно, было здорово. Вот, там как раз я познакомилась с мужем, да, и вот мы столько лет уже вместе, и сюда переехала как раз за ним, но только уже по его работе. Вот, и интересно то, что в какой-то момент тоже новое появилось в то время направление, это event-менеджмент. На самом деле его же тоже не было, не было этих... Да, вот на то время, там 2006 год, ивент-менеджеры, вот прямо я где-то увидела эту статью, вот прочитала, Moscow Times, по-моему, вот, и поняла, что хочу вот в новую специальность, потому что мне все-таки не хватало в такой компании места для творчества. Вы замечательно учились, попадаете, ну, в одну из топовых компаний, мировых, брендов. 2,5 года там работаете, судя по всему, очень успешно, да? Да, и хорошая вдруг карьера. что-то происходит, и у вас испытываете неудовлетворенность. Да, именно так, да, потому что там действительно могла сложиться дальше хорошая карьера, и там люди работают по 10-20 лет, и у них все замечательно до определенных моментов, да. Это очень интересно. Вот, да, и я считаю, что и с точки зрения работы, и личности, и с точки зрения семейной, и эта компания мне дала, конечно, огромный скачок наверх, но вот внутри не хватало вот этого какого-то свободы, творчества, развития, хотелось немножко импровизировать, да, и поэтому и я такой человек по складу, мне все время нужно что-то новое узнавать, познавать, и когда я узнала, конечно, что вот новое направление, новое течение ивент-менеджмента на то время пришло, я с удовольствием ухватилась за эту нить, пыталась сначала через какой-то гостиничный бизнес зайти, потом мне очень повезло, мне вообще, честно говоря, очень везет на хороших людей. Везет только тем, кто ищет, я вам честно скажу. Спасибо, но... Мы сейчас об этом поговорим. Скажите, вот оглядываясь назад, сейчас, вы можете сказать, вы не жалеете? Да, конечно, я просто счастлива о том жизненном пути, который был, что ушла, что я нашла вот новое направление, и у меня до сих пор вот тот багаж, который я получила и в Hewlett-Packard, и потом в моей школе жизни, так скажем, компания Формика, это компания, один из лидеров выставочной деятельности. Вот вы устроились туда? Да, я устроилась после Hewlett-Packard, это был тихий ужас. Расскажите об этой компании. Ну, стартовал ее
помню, на тот момент Максим Зверков, очень интересный деятель, предприниматель, и он сделал выставочную кампанию, и, можно сказать, ну, не у истоков, но близко к истокам была, то есть сейчас это разрослось в огромную уже структуру, да, на тот момент это было что-то маленькое, которое только зарождалось, и меня как раз своим опытом пригласили структурировать бизнес-процессы, чтобы помочь их глобальному большому росту, чем я и занималась, параллельно имея какие-то творческие задачи. И как мне интересно, на самом деле, когда я приехала в Ташкент, я узнала, что мои все коллеги, кто остался там близкие такие, они все оказались тоже в Ташкенте, потому что Инопром, да, Инопром, который делала Формика, это первая промышленная выставка. У нас была в Екатеринбурге, я была ее первым директором в 2010 году. Вы работали там, да? Да. Ну, как бы Формика, получается, управляла выставочными проектами и процессами. Вот. И в Екатеринбурге у нас был крупный проект, это Инопром, который сейчас есть, да, и они сделали, получается, ответвление в Центральной Азии выставкой Инопром. И как раз вот уже 2 года я встречаюсь со своими коллегами, очень радуюсь такому стечению обстоятельств, да, это как судьбы вот параллельные, да, идут, и они в какой-то момент соприкасаются, и всегда классно увидеть близких людей. А скажите, Екатеринбург, да, вот еще одно, вы сколько там прожили? Это было путешествие на самолете, да, по 3 раза в неделю, по 2-3 раза в неделю, да, гостиница «Любимая Анжела» и так далее. То есть это я даже город не видела, потому что ты приезжал, до этого были определенные павильоны, в которых проходила выставка, встречи, и ты быстро уезжал, улетал, да, потому что я там не жила, да, потом занималась единственное, что проектированием Екатеринбург Экспо, это большой выставочный центр, вот, как раз ездила в Штутгарт, в Дюссельдорф, да, в Германию для обмена опытом, изучала их крупные выставочные центры, потому что это, конечно, монстры, это монстры выставочного бизнеса, и, конечно, Германия для нас был всегда приоритетом, и где можно подсмотреть идеи, понять, как работают бизнес-процессы, и меня там отлично встречали, я очень благодарна этому опыту, и вот оттуда мы благодаря этому спроектировали, на мой взгляд, очень крутой центр Екатеринбург Экспо, который сейчас работает, развивается, и все там замечательно. Нашим немецким слушателям будет приятно услышать, что вы изучали немецкий опыт. Очень мне нравилось, вот именно и с точки зрения выставок, Ганновер, это вообще наш... Да, Ганновер, мировая просто выставочная столица, да, и мы там тоже с Формикой делали участие, по-моему, в 2014 году Россия была страной-партнером. Его так и называют, знаете, есть такой Мессештадт, да? Город-выставка. Да, ну, естественно, да. Очень люблю Ганновер, вот там провела не 1 неделю и сделали вот этот проект, где Меркель, Путин, вот, и все это были вместе, было красиво, вот, замечательные времена. Так быстро вы и легко перемещаетесь и в пространстве, и вот от одного занятия к другому. Вот в этой выставочной фирме у вас была возможность заниматься творческими проектами, или это были все коммерческие такие проекты? Конечно, это творчество, это придумать. Я понимаю, сами выставки это были все такого экономического характера в основном, или были художественные выставки? Вы имеете в виду... Да, вот в то время. В то время тоже было, потому что на Инопроме 2010 года, как одна из частей, была промышленная биеннале. Алиса Прудникова, это просто монстр арт-бизнеса, да, вот, это моя ближайшая, не знаю, человек, которого я очень уважаю, люблю, и вот мы с ней можем не видеться, но случайно увидеться, встретиться и отлично провести время, потому что это, ну, настолько классный человек, космический просто. И вот она у нас на Инопроме делала как раз биеннале. Я тогда была все-таки больше действительно вот в этом процессе, в организации, да, но всегда старалась притащить вот какие-то вещи, да, и с ними работать. В том числе у нас там выставка ретро-автомобилей была, ну, 40 000 квадратных метров, представляете? Первая выставка, 3 месяца. За 3 месяца нам надо было заполнить площадь, да, поэтому половину павильона отдавали ретро-автомобилям, да, надо было с ними договориться, там, какую-то принести еще вот арт-проект, ну, естественно, надо чем-то было заполнять, потому что компании еще были, ну, пока удивлены, неожиданно, да, вот как бы за 3 месяца надо собраться и встать на площадь. Вот вы рассказываете, я вам говорю, я просто визуально представляю ваши вот эти перемещения, вашу динамичную работу. Вы очень динамичная женщина, я должен вам сказать, да. Это сразу видно, и вот это
проекты такого масштаба, которые вы поднимали, это, безусловно. И вдруг переход вот в сферу, там же более камерные, да? Это не такой масштаб, вот как вы говорили, 40 квадратных. Именно, да, это Да. было тяжело Как вы переосмыслить. решили вот, вдруг? У меня был глубокий, скажем так, личный кризис, да, Даже так, да? даже так, да. У меня был определенный вопрос с деторождением, Мгм. вот. Я очень хотела детей на тот момент, была замужем давно, но, к сожалению, В таком да. виде это было невозможно. Ну, возможно, и это заставило меня замедлиться, остановиться и посмотреть вокруг себя. Вот. Но все равно я пришла в итоге к тому, что работа мне дает подъем, вот, после того, как я реализовалась в материнстве, но это был довольно сложный и долгий путь, который заставил мне, ну, возможно, помог мне перейти на другой уровень, да, из вот этого вихря, да, скажем так, уйти в себя, переосмыслить свою жизнь и найти какой-то новый подход. И вот благодаря одной художнице, мы с ней познакомились, она очень хорошая женщина, Ирина Кузьмина, она предложила организовывать ее мастер-классы живописи. Вот. Я соединила свой опыт, ее талант потрясающе давать, и все уходили с шедеврами, да, живопись за 3 часа. Тогда тоже начинался это модный формат, когда ты уходишь с готовой картины работы. И просто пошел такой небольшой проект, но это была отдушина, которая мне давала оставаться на плаву, да, общаться с людьми, организовывать. Все началось с таких маленьких мини-проектов. С мини-проектов, да, началось, но пришло на самом деле к глобальному, это к моему большому проекту. Я считаю, что это, наверное, на данный момент один из основных проектов в моей жизни, благотворительный, восстановление дачи Константина Алексеевича Коровина. Я хотел вас отдельно спросить, как вы к этому пришли? И почему именно Коровин? Это замечательный художник, да, но в России просто огромное количество художников. Почему именно Коровин? Вы же президент фонда Коровина. Да, как это случилось? Опять интересная мистическая история, когда мой муж решил, что он хочет заниматься хобби, и нам нужна земля, чтобы организовать ферму. Интересно. Да, и хотел из меня сделать фермершу. Вот, но я, конечно, долго его кормила хопами, как великая узбекская женщина. Вот, на какой-то момент мой муж сказал, все, хоп мой не устроил его, и он сказал, все, покупаем землю. И так оказалось, что нас привела земля, дорога привела к месту, к деревне Охотино в Ярославской области. Там, ну, мы где-то, ну, наверное, год мы искали землю разную, вы не поверите. И тут мы оказываемся в деревне Охотино, участок, окруженный лесом со всех сторон, как мы хотели. Вообще 10 гектар, тишина, красота, все прекрасно. Вот. И самое интересное, рядом с соседней деревней, и там заброшенный дом Константина Алексеевича Коровина. Разбитые окна, стекла, все как мы, да. Вот. И для меня это, конечно, было поразительно, что такой великий художник, я там недавно была на выставке, в Третьяковке в 2012 году делала выставку, да, вот, первые русские импрессионисты, что дом в таком запустении, я начала раскручивать эту историю, изучать, читать воспоминания Коровина, потрясающая книга, конечно. Вот, если вы не читали, Нет, к это очень интересный источник того времени. Вот, сейчас это видео у нас будет, да, а на то время воспоминания Константина Алексеевича Коровина про Россию, про Париж, про те события, это просто кладезь вот, информации о людях срез. Шаляпин, Горький, Рахманинов, Мамонтов, Серов, Врубель, ну то есть… Пласт целый, да, русской культуры? Именно, понимаете, да, и это вот такой двухтомник, вот сложно найти, вот, и это, конечно, великая личность, потому что как художник, да, в конце своего пути стал литератором, и все признают, что он не менее выдающийся писатель, чем художник, его сравнивают, ну, он в «Друзьях» у него был Чехов, да, и его сравнивают с Чеховым по величине, и это действительно просто…
Поразительно. Да. Я этого ничего не знал, я вам сразу. Я очень рада. Художник, Да, я очень рада Лучше вам это ничего. открыть. Но на самом деле для меня открылся Коровин еще в конце тем, что он, оказывается, стал сценаристом. То есть он написал в конце жизни сценарий «Московские ночи», и вышел фильм даже по его сценарию. И я считаю своей заслугой, что вот Когда дала... вышел фильм? В уже 1936 году. В 1936 году, причем его сняли англичане, хотя Коровин в то время жил в Париже, и они не указали его сценаристом и автором этого фильма, и для него я просто была в литературном музее, в литературном архиве в Москве, и нашла письмо, где Коровин пишет вот с отчаянием, что вот видел свой фильм, и меня даже не указали автором. И для меня, понимаете, вот была как бы такая задача, миссия это сделать, и Русский дом зарубежья и со своими ресурсами нашли этот фильм, замечательные ребята, которые мы тоже снимали в передачу о Коровине, и они там показали отрывки из «Московской ночи», вот, и указали это авторство, было очень важно, у каждого произведения должен быть автор, да, и когда это сформировали, и, Так вот, и есть. и поэтому я считаю, что для меня было важно именно... То есть удалось восстановить справедливость, да, на мой взгляд, закрыть эту тему. Беседа тоже небольшой вклад в это. Да, я поэтому, и то, что никто не знает, кстати, о том, что Коровин был в Средней Азии. Нет. Да, ну мало, в России вообще никто не знал, да, я об этом узнала, когда здесь оказалась, и для меня просто было сюрпризом, неожиданностью, и, знаете, таким шоком даже сказать, да, потому что как так, вот я в Ташкенте, он был в Ташкенте, потому что для меня это человек, который вел меня, да, на каком-то пути, которым, вы знаете, вот как складывалось это открытие этого дома, то есть ты не успел подумать, а тебе уже вчера позвонили и сказали, что тебе нужно будет завтра, да, вот примерно вот так, то есть там какой-то человек там должен был выступать с концертом, вот, мне, ну, не совсем шел, да, я понимала, что это не совсем по душе, да, но мне позвонили и сказали, в Большом театре выступал сегодня такой-то, и он классный будет, и срывается тот, и ты понимаешь, что тот звонок был, чтобы, ну, пришел нужный человек, да, и когда ты в таком процессе, это, конечно, захватывает и удивительно, да, оказаться в нем. Очень интересно. Да, и возвращаясь, вернемся к Охотиной или вернемся к Средней Азии? Да, нет, и к тому, и к другому, это очень интересная тема. И просто по Средней Азии небольшое уточнение. Какое-то отражение в его творчестве это нашло? Что-то есть? Естественно, огромное творчество, потому что выставка всемирная в Париже в 1900 году, на которой там два пласта: север, российский север, то есть глубинка, да, и Центральная Азия. Вот, и он получил медаль за этот павильон. Вот, понимаете, золотую медаль Парижской выставки, и, конечно, он стал известен после этого вот, в мировом масштабе, поэтому вот этот цвета, да, вот это небо, солнце, которое дарит нам Центральная Азия, да, художникам, и меняет их мировоззрение, мироощущение и творческие процессы, это, конечно, повлияло очень сильно на Коровина и помогло ему достичь, ну, на мой взгляд, высочайших просто признания и высот вот на уровне, да. И как у нас здесь, вот ваши впечатления об этом знают? Я, например, об этом слышу вот впервые из ваших уст. В России никто не знает, и здесь, к сожалению, никто не знает, но у нас есть проект как раз в этом году с Музеем искусства Узбекистана, что мы хотим сделать, у нас есть такая традиция на День памяти Коровина, 11 сентября, как раз когда открылся музей в 2015 году в Охотино, проводить пленеры, коровинские пленеры. И мы как раз в этом году, вот в партнерстве с музеем, планируем делать этот проект. Государственный музей искусства Узбекистана, да. И отлично. это будет как основная площадка, и сделаем обязательно. И обязательно покажем фильм, потому что, ну, в рамках нашего вот этого движения коровинского, коровнутых, так скажем, вот, есть шаляпнутые, у нас были шаляпнутые, да, и коровнутые, да. И у нас такой был всегда симбиоз, да. И вот в этом году мы сделаем вот этот пленэр и обязательно проведем выставку работы и расскажем, покажем фильмы. Вот в рамках проекта мы сняли один большой фильм как раз про Охотина, элегия, про Коровина, вот про то время непростое. И также вот у нас есть еще фильм, вот «Дом русского зарубежья» снял, очень интересный,
по московским ночам. То есть мы будем все равно внедрять это в культуру, да, раскрывать, потому что музей искусства хранит, ну, очень хорошие шедевры Константина Алексеевича. К сожалению, они, конечно, не в очень хорошем состоянии, надо реставрация, да, требуется, вот, но это шедевры действительно, и хотелось бы открывать их для масс. Это очень интересно и очень важно, то, о чем вы сейчас сказали, да. И для нас здесь, в Узбекистане. Я хочу вас поблагодарить за это и за тех партнеров, с которыми вы работаете. Мы об этом сейчас вернемся. Я бы все-таки хотел закончить тему с домом тоже. Да. Я так предполагаю, что это было, наверное, очень тяжело. Это же, наверное, федеральная собственность или там же какие-то бюрократические препятствия, чтобы вы даже получили доступ к восстановлению этого дома. Это понадобилась большая энергия. Абсолютно правы, да. На тот момент, правда, это был дом в запустении, вот трава, наверное, вот по такой рост, да, разбитые окна, стекла, двери, и дом, ну, там, можно сказать, разрушался, да, и благодаря, конечно, администрации Переславского района, который тоже вот там на тот момент управляла этим, Петрина Татьяна Ивановна, муниципальным учреждением, и это был дом в ее подчинении. Как раз я нашла и выходы к ней, и она поддержала полностью проект, и мы за месяц открыли музей. Да, За месяц, да. То есть, получается, 7 августа был первый субботник, на котором мы там все расчистили, убрали, и потом, получается, 11 сентября мы открыли этот музей, когда приехал губернатор и так далее. Вот, и нам, конечно, очень помог бизнес. Вот. Деньги, конечно, без них никуда, и это моя основная мысль тоже, что бизнес и музейное культурное сообщество должны обязательно жить в связке, они должны друг другу помогать, и, на мой взгляд, в Узбекистане, к сожалению, эта связь нарушена и потеряна. Вот. В России через какие-то структуры, да, в основном это все работает, там даже покупаешь билет большой, да, там тебе написано, такой-то банк является спонсором, да, партнером, вот. Здесь такого вообще нету, а вот в деревне Маленькая Охотина все равно приходилось работать через людей, через личные контакты, и я, конечно, очень благодарна тем людям, которые помогли и своими ресурсами поддержали этот проект. Я могу... То есть там не писать, какой... был основной, конечно, бизнесмен, это Ермошин Владимир Николаевич, это просто низкий ему поклон, что он это все сделал и поддержал, и смог дальше это поддерживать, да, но там до того доходило, что просто на субботник приехали люди, и у них оказался в Ярославле завод по изготовлению стекол. И они нам ставили все окна. Вот понимаете, просто они приехали, потому что в Фейсбуке увидели, что кто-то с кем-то там опрекнулся и хотели с кем-то увидеться, а в итоге так зарядились атмосферой этого места, что помогли просто так, и это вообще просто, ну, это действительно уникально. Я понимаю, о чем вы говорите, но я вам должен сказать, что я вижу вашу роль здесь. Вы, может быть, об этом не хотите говорить в силу вашей скромности, но чувствуется, что все это... Бизнесмены, это вот от тех, кого вы сказали, замечательно, но они же занятые люди. Они же этого не знают. Это вы, наверное, до них донесли вот суть этой проблемы, проект этот, как восстановить все это сделать. Это ваша энергия, по-моему, ваша инициатива. Я думаю, что это пространство сложилось, пространство, время, это должно было случиться, сложиться. Ну, при вашем активном участии, это видно. И что сейчас там? Сейчас там музей полноценный, ну как относительно полноценный, да, ну там сохранившийся дом в каком-то состоянии, да, мы сделали определенную экспозицию. И самое главное, что там есть хранитель. Это человек, да, все через людей идет, и это Владимир Сильверстов, он житель этой деревни, который пришел в последний день посадить цветочки вокруг, который объединился, которого бабушка жила в этой деревне, бабушка его знала, Константина Алексеевича Коровина, когда он приезжал туда. Это человек, который как 2 капли воды похож на Коровина. Если вот стоит портрет и стоит он рядом, это просто одно лицо, и, конечно, он вложил всю душу в это место, это теперь место живет им, и, конечно, на таких людях держится
Россия, Узбекистан и наша вот эта культура, культура в самом широком смысле слова. Да, потому что люди делают культуру, и, конечно, Узбекистан меня поразил именно своими людьми, да, которые здесь. Ну, вы знаете, вы сказали очень глубокую мысль, я с вами согласен. Да, культура, безусловно, она питается какими-то очень глубокими традициями, подвижничеством большого количества людей, но если нет такого грамотного вот менеджмента современного, в современных условиях очень трудно ее нормально развивать, сохранять. Согласитесь? Нужен, да, конечно, должны сойтись бизнес, власть и организация. Вот то, что называется грамотный менеджмент, то, что арт-менеджмент, и вы яркий носитель, по-моему, этих замечательных компетенций. Так сейчас также модно говорить, да? Скажите, а вот уже потом сейчас в Узбекистане, какие партнеры вы с кем сейчас, вот вы назвали музей искусств, это же тоже конкретные люди какие-то, да? Да, Джахангир Булатович. Тимир Хаджаев, да, это знаю. Просто, я могу сказать, большой брат, да, человек большой души, искреннего сердца, который, вот первый человек, на самом деле, с кем я познакомилась в Узбекистане, и который меня привел вот в этот мир искусства. Он очень-очень любит культуру, традиции, страну, и это, конечно, чувствуется. Человек, огромных масштабов, вот, и я ему очень благодарна за то, что он меня познакомил и вел вот в эту арт-сферу, да, Узбекистана. Я его хорошо знаю, и поэтому будет очень приятно услышать ваши слова, такую оценку. Это замечательно, когда такие люди из разных совершенно стран, да, представители разных культур находят друг друга, и потом здесь что-то именно получается. Так, да, когда ты чувствуешь эту связь, да, ты ему говоришь, и он тебя слышит, да. И это, конечно, это самое главное, слышать, да. Не просто слушать, да, и пошел, слышать. И тот человек, который никогда не скажет хоп и пройдет мимо, он всегда поможет, всегда сделает. И вот сейчас благодаря ему совершился наш просто... Честно говоря, за 3 дня проект. Расскажите, Апухтин, да, вот связан с художником нашим узбекским. Да, вы же скажете, конечно, будет очень интересно. Меня осенью свела судьба здесь с очень интересной личностью. Это Виктор Олегович Апухтин. Он стал учителем моих детей изначально. Вот, и потом так сложилась жизнь, что каждый раз к нему, приходя в мастерскую, ты погружался в какую-то совсем другую среду, там его рассказы о художниках, его эрудиция и масштаб знаний поражали. И потом вот мы также с ним начали работать в связке, да, как в Москве у меня был этот опыт организаторства, какие-то небольшие группы привлекать. И неожиданно для нас одна из групп переросла намного больше, и это стало уже арт-бюро «Высота» 2712, вот, 4 девушки, да, россиянки. Уже структура, да, уже 4 девушки прекрасные. Из России, да? Из России, да. Наши мужья работают вместе, да. И мы вот так неожиданно оказались в мастерской Виктора Олеговича, и сложился интересный симбиоз творческий, да, такой союз, где он выступает маэстро, режиссер, учитель, устос. И под его началом мы сделали уже 2 проекта и готовим 2, да, уже. Это мы изначально оформили один из жилых комплексов Узбекистана со своими работами. Вот. И это частный? Это частный, да, я, к сожалению, не могу его обозначить. Вот, понятно, да. Но это тоже вот, это частный жилой комплекс, да, и нам хотелось в жилое пространство внести элемент музейности, элемент эксклюзива, да, потому что, честно, устала немножко от того, что вот на данный момент дизайны одинаковые, квартиры в Ташкенте, да, и очень много копирования Эмирата и так далее. Да, очень хотелось вернуть идентичность Узбекистана с его узором, но сделать это на современный мотив, и Виктор Олегович
ну просто мастерски это все сделал и предложил такую концепцию, которая удержала взгляд. Ну, потом мы с этими картинами как раз благодаря Джихангиру оказались в музее. Вот, и вы понимаете, и молодежь, и люди старой формации были, ну, поглощены выставкой. И это здорово, да, что всех заставила выставка остановиться, замедлиться. У нас проект в итоге сформировался «Живая вода». Мы хотели даже поднять экологическую тему, да, что воды все меньше и меньше. И там в тех же странах Европы понимают и ценят, да, что вода это деньги, вода это вот это время, ресурс. Да, это ресурс, и что надо его экономить. Да. Мы же дорогой ресурс на вот этом союзном да, пространстве еще пока не понимаем ценности этого ресурса. Абсолютно это на самом деле. С вами. Да, и хотелось немножко вот выразительными средствами привлечь внимание к этой экологической проблеме, да, и это сделать через красоту, через узоры, через вот как связь времен, да, и на мой взгляд вот, ну, интерьерные картины, казалось бы, да, они отлично смотрелись и вписались в музейное пространство. И огромное спасибо музею, что поддержала вообще эту тему. Это и смогли, да, пойти, это как бы такой шаг вперед, да, на мой взгляд, потому что это как современное, да, искусство. У нас была видеостена, видеоинсталляция, вот были вот эти картины. У нас была живая вода, вот это адрас в виде воды, который с 3-го этажа этого музея искусств, да, спускался. Это была как живая река, понимаете, то есть его можно было потрогать, и это было очень, ну, для меня ценно тем, что для меня это связь времен, да, на 3-м этаже Коровин, внизу вот наш проект, да, это все равно как учитель, ученик вот в каких-то глобальных масштабах, если вы понимаете, да, в космических, которых пытаешься тоже вот нащупать, да, и это здорово, мне кажется, нашим проектам удалось объединить, и чтобы нас услышали, по крайней мере, те отзывы, которые я читала, вот нам люди оставляли, которые писали, это очень радостно, особенно когда сейчас, да, челя начинается, да, и люди оказываются в этом пространстве холодной или теплой воды, и многие задумались, и мне было очень отрадно видеть, что на наше, вот мы писали интервью, да, и там пришел просто молодой человек, явно вот из финансовой сферы, и он так час там провел, пока мы писали эту передачу, и я видела в его глазах интерес, я видела, он потом дал интервью, вы потом посмотрите в эту передачу. Хорошо. Ну, настолько вот, что достучаться вверх и низа, не знаю, до лево-право, до каждого сердца, это действительно важно, и, конечно, в этом плане, мне кажется, все сошлось, да, сошли звезды, если звезды зажигаются, значит, да, это кому-то нужно, да, кому-то нужно было обратить внимание, что все-таки вода – это ресурс, если даже в одной звездочке, да, эта мысль останется, уже здорово. Нет, это потрясающе, то, что вы рассказываете, я очень впечатлен, на самом деле, это потрясающие вещи, я вам честно скажу. На самом деле, нас с этим проектом уже зовут Россию. Да? Да, мои друзья из экологической палаты, да, вот они делают... Резонанс такой имел, да? Да, очень понравилась им эта тема, и они сейчас делают проект по формированию тоже экологической культуры, там, и, возможно, мы в конце июля выступим, у нас уже следующие идеи, вот, Виктор Олегович просто выдает новые масштабы, и это здорово, потому что это взаимосвязь культуры и, я бы сказала, братских народов, да, все равно Россия, Узбекистан, конечно, эти узоры, вот я там даже, когда какое-то время назад была в Москве, да, вот оказалась в ресторане «Гвидон», там тоже вот эти, лепнины, узоры, и здесь, там все равно это все очень взаимосвязано, этот путь, да, шелковый путь, он был, да, великий. То, что вы рассказываете, это потрясающе, можно об этом говорить просто бесконечно. Честное слово, я вам скажу, вы очень человек, которого умеете зажечь. Вот как бы в финале нашей беседы я хотел бы вас спросить, как вам удалось так быстро интегрироваться, по-другому даже не адаптироваться, я хочу сказать. Обычно люди адаптируются, это же все-таки все равно другая среда. Да, у нас общие
прошлое, общая история. Ну, 30 лет прошло, да, у нас разные политические режимы, разные пути развития при всех связях, которые у нас есть. Это объективные процессы. И вот вы приезжаете сюда, я вот за 2 года вы уже создаете такие проекты, которые имеют уже резонанс у вас на родине в России. И поэтому я это называю уже не адаптацией. Вы сумели, видимо, с вашим супругом каким-то образом интегрироваться вот в наше общество и получить такой вот отклик на вашу деятельность. Как это у вас произошло? Как вы думаете? Ну, сразу скажу, что супруг отдельно, да, интегрируется, да, у него там все в порядке. Мне было, конечно, сложнее, да, потому что я все-таки приехала с 2 маленькими детьми, да, интегрироваться. Сначала я была абсолютно в мамской роли, вот, но потихонечку я начала выходить за пределы, да, конечно, то, что общий язык очень помогает, и все равно общие какие-то культурные вещи. Коды, да, такие? Коды, они есть однозначно, да. Коды есть. И сам узбекский народ это такой гостеприимный, такой откликабельный, да, такой прям вот на подъем. Да, есть, конечно, разные, есть и хопы, я так называю людей, да, но в большинстве своем случаев я сталкивалась вот именно с очень-очень доброжелательными людьми. И, конечно, может быть, ну, потому что это все великий шелковый путь, да, вот это все здесь сконцентрировалось. В Ташкенте очень развито комьюнити разные. Вот тут одна группа, тут другая группа. Я начала вот знакомиться, пошла. Кстати, я здесь тоже пошла учиться. Серьезно? Да. Куда? Киностудия «Фокус», если знаете такую, нет? Нет, к сожалению, вот, нет. И я там, ну, мне просто интересно было время, была возможность, я пошла учиться ораторству, актерству и психологии, такие 3 направления, на мой взгляд, очень интересно, как они органично их вписали, и вот там познакомилась с очень интересными девушками, ну, обычно на таких вещи не ходят просто так люди, да, они обычно очень объединены по интересам, да, по каким-то жизненным позициям, и действительно вот так получилось. И после этого завязалась одна группа комьюнити, потом выросла в другую. И, конечно, вот казахская группа здесь очень сильная, тоже девочка, которая поддерживает. Вот эта поддержка, она очень-очень важна, да, когда есть люди вокруг, которые там тебя, там, ну, даже на банальном уровне, там, тебе нужен врач, написал, да, они тебе дадут врача, да, у тебя какие-то бытовые вопросы прикрываются, а потом потихонечку начинается уже выходить на творчество. Ну, еще в Узбекистане, конечно, здорово. Ну, может быть, мне так легко, но мне кажется, здесь все к этому обучены, и сама страна располагает, когда ты можешь просто идти по улице, увидеть там какого-то приятного человека в кафе, который сидит на улице, да, и начать с ним разговаривать. Вот у меня так с моей одной, ну, близкой, хорошей подругой получилось, что она сидела просто, выпивала кофе, чай, я пришла с детьми, мы что-то зацепились разговором там про садик, про это, и вот мы уже дружим, и эта связь такая большая, да, вот, и очень То есть вы себя чувствуете в этой среде очень комфортно сейчас, да, спустя 2 года? Да, у меня не ощущаете дискомфорта? Однозначно нет, у меня появилось много знакомых, много друзей, очень появляются какие-то бизнес-комьюнити, да, до того, что... Я должен сказать, что не у всех так получается, как у вас. Вы, наверное, тоже с этим сталкивались? Ну, как по-разному все очень легко. Происходит. Вы понимаете, когда до того, что у меня дети... Я в каком-то веке забыла ключи дома, да, и дети захотели попить воды. И вот сидит сосед внизу, там на 1-м этаже у нас там такой, как бы у него как верандочка, да. Я подхожу и говорю, можно, пожалуйста, попить воды детям? Он дает, и мы, оказывается, он из России, из музейной сферы, у нас столько там общего, и это круто, и он нам помогает там делать видеоинсталляцию уже, ну, просто так, да, потому что мы соседи. И это классно, когда ты просто сосед, да, когда ты просто в группе, ты просто хороший человек, и в Узбекистане это так хорошо работает. Ну, вы понимаете, я сейчас, когда оказалась в Москве, там Москва-Сити, да? Представляете? Вот. У нас тоже здесь есть Ташкент-Сити. Вот как раз там мы живем, вот, и там очень легко находятся связи, вот. Да? А Москва-Сити, я иду и говорю, мне там надо было в какую-то башню попасть. Извините, пожалуйста,
мимо, извините, пожалуйста, мимо, я не могу понять, а потом я догоняю и смотрю, у него наушники, у нее наушники в ушах, они никого не слышат, понимаете? И в этом плане, конечно, я кайфую, я кайфую от Ташкента, потому что тут можно попросить водички у соседа, там можно познакомиться в кафе с хорошим человеком, там можно просто прийти на мероприятие, заговорить. Это у вас очень интересное наблюдение. Вот, и, конечно... Со стороны виднее многие вещи. Вы знаете, как это сейчас вот в садике дали моему сыну профиль одному мыслящий, другому коммуникатор, там просто IB-система, она дает определенные как бы штампы. Вот. И я считаю, что, конечно, коммуникатором быть в Ташкенте — это просто великое дело, и всем коммуникаторам здесь путь открыт. Замечательно. Я должен вас поблагодарить за ваш рассказ. Это увлекательный рассказ. Благодарю. Кроме того, вы знаете, что вы не просто энтузиаст, вы умеете заразить любого человека, мне кажется, но вы еще и очень компетентный человек. Это видно, вы разбираетесь, у вас богатый опыт, и вы действительно творческий человек. Вот то, что вы рассказали немножко о вашей жизни, это же биография творческого человека, когда вы говорили о ваших кризисах. Мне даже, пусть при всех условностях этой аналогии, я вдруг вспомнил Гогена, он же тоже был банковским служащим, и вдруг он испытал какой-то кризис, который, сподвиг его совершенно к другой жизни, стезе. И у вас произошло, по-моему, нечто подобное, Вы начинали как обычный такой классический бизнесмен, управленец крупной компании, и вдруг переход к таким вот вещам, связанным с творчеством, потому что, о чем вы говорите, это творческая деятельность, организация вот этих художественных проектов. И мне остается только пожелать вам успехов и просто радость, что у нас есть вот такие люди, как вы, которые так легко интегрируются и делятся так щедро вашим профессиональным опытом. Это дорогого стоит. Благодарю. Хотелось бы сказать, что самое важное — нащупать дно в этом кризисе, и от него оттолкнуться, не зависнуть там, потому что это самое страшное, зависание. И... Я не стал углубляться в эту тему, но я понял по вашей реакции, что у вас это было серьезно. И, конечно, надо уметь оттолкнуться и выйти, и я, конечно, благодарна здесь людям, которые мне подарили крылья, скажем так, потому что, все через людей, Поэтому у меня возникла даже такая высокая аналогия с Гогеном. Я почувствовал, что у вас это была такая серьезная очень тема. Спасибо, очень приятно было с вами беседовать. Взаимно. Я желаю вашему проекту находить ярких личностей, чтобы это действительно было письмо в будущее, скажем так. Так и будет. И нас обязательно видели, наши потомки, как это говорится, в них мы. Это Баста песня, знаете? К сожалению, я вам пришлю. Я от вас сегодня много что узнал. Вы меня очень обогатили. Дай Бог, дай Бог. Всего доброго. Спасибо вам большое. Благодарю. На этом мы заканчиваем нашу съемку. Еще раз благодарю вас. Это был замечательный рассказ. Спасибо.